Всем привет! Сегодня на распаковке 3 пакета с AliExpress. Это все компоненты бюджетной системы видеонаблюдения, которая будет использована на даче. Все товары покупал в день распродажи 11 ноября. И сегодня, более чем через 2 месяца, пришел последний вот этот большой пакет. Его доставили из Китая. Эти 2 мелких пакета прибыли из Эстонии. Все с отслеживаемыми трек-номерами. Так что давайте смотреть. В большом пакете, цененном в $10 46 центов и весом 255 грамм, находится коробка с Wi-Fi PTZ камерой, которую я приобрел в официальном магазине Бездер за $26 15 центов. Я уже пакет вскрыл, чтобы удостовериться, что она здесь присутствует. В принципе, отклеила легко. Это одна из дешевых поворотных видеокамер. Купил такой конфигурации. 5 мегапикселей разрешение, Wi-Fi IP камера, модель А2, линза 3,6 мм и блок питания должен быть на 12 вольт 2 ампера. Управление ею осуществляется с помощью приложения ICC. Напомню, официальный магазин Бездер. Купил я в следующей комплектации. Небольшой буклетик яркой цветной инструкции на английском языке. Присутствует QR-ссылка для установки приложения. Камера с заявленным разрешением 5 мегапикселей. Есть еще вариант 3 мегапикселя, но разница в $5, поэтому брал большего разрешения. Далее блок питания в пакетике. С очень коротким кабелем. Вилка Евростандарта. Значит, его параметры 12 вольт 2 ампера, как и заявлено. Так, элементы для монтажа камеры. Дюбеля, винтики. Так, и вот такая муфта для Ethernet кабеля для защиты его от климатических условий. И все, в принципе. Поскольку кабель питания маленький, то я прикупил вот в этом пакетике, оцененном в $2 65 центов, находится удлинитель кабеля для питания 12 вольт. Покупал длиной 5 метров. Он должен быть оснащен коннекторами мама-папа типа 5521. Есть варианты от полуметра до 10 метров максимально. Я его купил за $5 30 центов на всякий случай, но как оказалось, что он как раз и нужен. И в желтом конверте, который ценили в $2 6 центов и указали Lexar адаптер, должна находиться microSD карточка данного бренда Lexar объемом 128 гигабайт, который я приобрел за $18 8 центов. С этой камерой буду использовать другую карточку Samsung EVO Plus на объемом 64 гигабайта, которую я приобретал ранее тоже на AliExpress, и обзор на нее у меня есть где-то на канале. Неплохая карточка, давно у меня в работе, снимал на нее видеоролики, но объем 64, а здесь 128. А эту я приобретал, потому что захотел протестировать другую модель данного бренда. Кстати, это бренд Lexar из Калифорнии, существует с 96 года, который в 2006 году был поглощен известной компанией Micron Technology, а в 2017 году выкуплен китайцами. Кстати, заказывал без адаптера, именно без адаптера, поэтому и стоило $18 8 центов. Но магазин расщедрился и подарил мне коробочку. Футлярчик такой, адаптер, CD-адаптер. Далее, что-то такое еще. Gookie Girls. Еще один такой же. Понял. Это обычный карт-холдер, изготовленный из клеенки на 2 кармашка. Здесь глухой, тут прозрачный. И они удобны, например, хранить какие-то бесконтактные банковские карты. И сюда кладем, чтобы не светить ее номера при передаче продавцу в магазине. Вот так можно. А здесь можно просто какую-то визитку использовать. Она прозрачная или проездной. Вот такие 2 штучки, как презентики. Классные подарки. И Lexar Professional 128 гигабайт, как я уже вижу. Хороший магазин, столько подарков. Оставлю ссылку обязательно в описании. Скорость чтения заявлена до 100 мегабайт в секунду, скорость записи до 90 мегабайт в секунду. Но эту карточку я буду тестировать уже в другом видеоролике, именно с имеющейся у меня. Кстати, я ее использую вот в этой камере очень давно, она тоже на 128 гигабайт, но другая модель. Так что подписываемся на канал и ждем обзора, тестов вот этой карты. Вот такие товары, вот такой комплект. Давайте теперь тестировать.
Сама камера представляет собой вот два таких шарика, точнее полушарик и шарик, в общем-то с ладонь, можно обхватить ладонью. Здесь небольшой кронштейн. Что касается пластика, да, камера вся из пластика, и пластик довольно-таки такой бюджетный. То есть, в принципе, он напоминает мне больше игрушку, чем что-то такое серьезное. Есть две антенки Wi-Fi, возможно, они подключены обе, потому что кабеля идут и туда, и туда. Здесь вот такая уплотнительная штучка, вот отверстие, пошли туда кабеля. Таким образом, кронштейн внутри полый, и в принципе хорошим ударом руки его можно легко сломать. Антенки поворотные, поворачиваются практически на 180 градусов, даже больше. И вот на этой пластиковой опоре имеется 4 отверстия для крепления ее на вертикальную какую-то стену. Камера вращается и в горизонтальной плоскости, и вертикальной. Для этого есть соответствующие моторчики. Сам объектив прикрыт транспортировочной пленкой. Напомню, это 5 мегапикселей. Камера оснащена микрофоном, здесь отверстие. Здесь датчик освещенности. 4 желтых светодиода прожекторы. И по краям 4 инфракрасных светодиода для подсветки в ночное время. С обратной стороны поворотного шара здесь установлен очень громкий динамик, достаточно громкий. Громкость, кстати, можно через приложение регулировать. И с самого низа под таким толстым резиновым люком, на котором указано microSD, надпись такая есть, имеется порт для microSD карточки. Кстати, буду использовать вот эту карту Samsung EVO Plus на 64 гигабайта. Рекомендую, хорошая карта. Не покупал карту именно от магазина, потому что не уверен в их надежности. И здесь же имеется кнопочка сброса до заводских настроек. Ее необходимо удерживать секунд 15-20, пока не услышите голосовое уведомление на английском языке. Выкрутив два винта сверху, получаем доступ к моторчику, который вращает камеру в горизонтальной плоскости. Здесь такой вот редуктор пластиковая шестеренка установлена снизу. И небольшая плата, я так подозреваю, здесь модуль Wi-Fi, возможно Ethernet. Здесь идет кабель антенны, да, он идет один. Здесь уложено силиконовое кольцо для предотвращения попадания влаги внутрь. И таким вот образом закрываем. Выкрутив же 4 винта на тыльной части шара, получаю доступ к двигателю, который вращает камеру уже в вертикальной плоскости. Здесь же вижу небольшой динамик и плата с матрицей. Также здесь имеется силиконовая предохранительная рамка такая, которая предотвращает попадание внутрь влаги. Итак, подключаю камеру к источнику питания с помощью этого удлинительного кабеля. Заодно его проверю. С изоляцией толщина составляет 3 мм, сопротивление его меньше 1 Ома. 450, 480 и да, кабель действительно длиной ровно 5 метров. Коннекторы входят достаточно туго. Для надежности их можно спрятать под термоусадочной трубкой. Блок питания имеет защитный корпус, доступ к плате, наверное, имеется только снизу. Тут на защелках вот эта планочка держится, и куда ходят провода. Снизу также имеется светодиод синего цвета для индикации его работы. А сверху имеется небольшое ухо с отверстием для его крепления. В помещении можно и Wi-Fi пользоваться, но вот покажу как Ethernet кабель. Чтобы его зафиксировать и подключить к разъему Ethernet, воспользуемся такой муфтой. Есть кольцо и еще силикончик такой цилиндрик. Одеваем сюда колечко на сам разъем. Протягиваем вот эту часть, потом вот сюда. Так, одеваю силиконовый, здесь вдоль разрез имеется, вдоль этого цилиндрика. Засовываю его сюда. Так, сначала подключаю кабель, затем фиксирую его поворотом на 45 градусов. И здесь вот резиновая прокладочка, это колечко плотно держит. И здесь силикон плотно, то есть сюда влага тоже не попадет. И закручиваю крышечку. Все готово. Итак, первое включение. Единственное, я притушу софтбоксы, чтобы камера под датчику освещенности протестировала подсветку. Включаю. Камера будет тестировать, вращая оптику влево, вправо, вверх, вниз. Вот ИК подсветка работает. System starting up. Все, камера в работе. Для теста я закрепил камеру на улице на высоте порядка 10 метров. И сейчас необходимо для управления ею скачать приложение iCC. У меня смартфон под управлением Android, поэтому скачиваем из Google Play.
В качестве альтернативного можно использовать приложение XMI, также этого разработчика. Оба приложения подразумевают использование облачного сервера. Как это сделать, в этой инструкции с иллюстрациями подробно все изложено. Зарегистрировав аккаунт в одном приложении, по тем же аккаунтам вы можете пользоваться в другом. То есть ICC XMI, один разработчик, один аккаунт. Итак, зарегистрировались, теперь перезапускаем приложение и входим в него уже под новым своим аккаунтом. Вошли под своим аккаунтом, разрешили приложению доступ к уведомлениям. Теперь появилась возможность в своем аккаунте регистрировать несколько различных устройств видеонаблюдения, которые в сети имеют собственный IP-адрес. Каждому устройству присваивается имя, а для его доступа регистрируется пароль. Далее нажимаем кнопочку «плюс», если у вас нет ни одной камеры. Если они есть, они будут отображены здесь в списке, и надо справа вверху нажать плюсик. У меня их нету, значит первый раз. Чтобы ознакомиться со всеми способами подключения, нажимаем кнопочку «Развернуть». Можно подключить по LAN, но буду традиционным способом подключать по Wi-Fi, несмотря на то, что у меня подключен LAN-кабель. Данная MP-камера поддерживает только роутеры, работающие на частоте 2,4 ГГц. 5 ГГц не поддерживает. Следующий шаг. Подключить камеру Wi-Fi сеть возможно двумя способами. Традиционно ввести имя точки и пароль. Или отсканировать QR-код, который будет представлен здесь на изображении. Подносим его к камере, и камера сканирует QR-код, подключается. Я подключаю традиционным способом. Это имя точки и пароль. Подтверждаем. Далее приложение просит отключить мобильные сети. Проверяем. Отключено, подтверждаем. Происходит сканирование сети. Придумываем пароль для доступа к камере. И имя устройства. Допустим, камера 5 мегапикселей. Камера, так, сохраняем. Предлагается выбрать один из режимов хранения записи в локальной памяти камеры. Первый режим нормальный, писать и сохранять все подряд. И второй режим сохранять только записи, полученные в момент тревоги. Поскольку эта камера видеонаблюдения будет установлена на пустующей в зимний сезон даче, для целесообразности экономии объема карты памяти я выбираю второй вариант. То есть запись по тревоге. Кстати, этот выбор можно сделать из приложения только, по-моему, в этот момент регистрации в нем камеры. Ну а, кстати, в дальнейших настройках я не нашел, как это изменить, а вот в программе CMS на компьютере это можно сделать позже в настройках. Следующий шаг. На следующем шаге я включаю возможность получения push-уведомлений из приложения при тревоге. Их можно включить и позже в настройках. Ну все, камера в эфире. Приложение для смартфона подразумевает использование облачного сервера. Оформить и оплатить подписку можно в соответствующей закладке Cloud в приложении. Наличие облачного хранилища позволяет закачивать на него с камеры наблюдения видео и фотофайлы и в момент тревоги высылать вместе с уведомлением о сработке тревоги соответствующие фрагменты видео и фотоснимки. Окно камеры можно представить в таком виде или, если тапнуть сюда, вот в таком виде. В общем, доступ к некоторым пунктам настройки камеры доступен из нескольких позиций. Ниже здесь можно дать доступ к этой камере другим пользователям. Перейти сразу к настройке по тревоге, включив соответствующие пункты. И перейти к полным настройкам камеры. Скопировать серийный номер и удалить камеру можно, тапнув по многоточию. А в пункте сообщения можно ознакомиться с теми фотами, которые были сделаны в момент тревоги. В закладке фото доступен архив фото и видеозаписей, закачанных на смартфон. Вот у меня только есть видео, можно просмотреть. Со звуком пишется. В закладке Cloud облако, понятно, это доступ к облачному серверу. И изменить настройки аккаунта доступно в последней вкладке с соответствующим названием. И здесь можно выйти из аккаунта. Нажав на окно камеры, откроется новое окно с трансляцией изображения с оптики камеры в прямом эфире. Это у нас закладка называется Cloud, облако. В нем отображается битрейт, текущая дата и время, наличие подключения и доступна кнопка изменения режима подсветки, она же закладочка Lighting. В камере есть три режима работы подсветки. В черно-белом режиме в темное время суток по датчику освещенности, встроенного в камеру, подключаются 4 инфракрасных светодиода. При этом формируется черно-белое изображение. Если включить цветной режим, то подключаются для освещения 3 светодиода белого свечения, и в ночное время получаем цветной контент. Режим двойной обеспечивает в темное время суток постоянную ИК-подсветку, а при обнаружении какого-либо движения подключается прожектор. При этом с уведомлением о тревоге пользователь получает фото и видеоматериалы в цвете. Снизу под этим окном можно активировать режим прослушки через встроенный в камеру микрофон. Выбрать разрешение транслируемого изображения на смартфон. Это SD или UHD. Качество выше. Дальше выбрать формат кадра.
полный экран или автоматически появляются черные полосы сверху снизу. Записать и сохранить какой-то фрагмент видео. Ну тут минимальное время это 6 секунд, нажав на такой значок с ножницами. И есть бесполезная кнопка смены ориентации кадра с вертикальной на горизонтальную. Но в принципе это же делается поворотом самого смартфона. И уже при горизонтальной ориентации в окне трансляции появляются еще две кнопки. Микрофон и фотоаппарат. При удержании микрофона можно озвучить свои требования через динамик в камере. При этом активируется также и динамик. Раз, два, три, проверка связи. При нажатии на фото можно сделать скриншот и тут же поделиться им. Эти же кнопки доступны в закладке интерком при вертикальной ориентации. Интерком, микрофон, скрин, архив записи и сделать скрин экрана. На этой первой закладке Cloud можно знакомиться с архивом, хранящимся на облачном сервере Cloud Video и Cloud Photo Pictures. Здесь же включить режим автослежения и активировать режим круиза, при котором, задав 3 точки в пространстве, можно настроить камеру, которая будет постоянно вращаться и их отслеживать. Для перехода к общим настройкам из этого окна нужно нажать на значок шестеренки. Если качество видео, транслируемого на экран смартфона, как я показывал, можно изменить в первом окне, то выбор качества видео, сохраняемого на карту памяти, можно через пункт настройки записи. Активировать режим записи, выбрать длительность видеоролика, включить-выключить сохранение аудиодорожки вместе с видео и установить качество видео в положение лучшее. Камера действительно сохраняет контент с разрешением 5 мегапикселей, точнее 2592 на 1944 пикселя. И несмотря на то, что есть выбор кодеков сжатия в закладке «Дополнительные настройки» H265X, камера все равно фиксирует только с кодеком H264 в расширении MPEG-4, а также пишет с монозвуком. Формат кадра и фото и видео с отношением сторон 5 к 4, практически квадрат. Ну а фото сохраняет в формате JPEG. В общем, ничего не мудрим. Как я и сказал, выбираем качество видео лучшее, кодек сжатия H264, при этом достигается самый высокий битрейт, самое лучшее качество изображения, самая высокая частота кадров. В закладке интерком можно ознакомиться с архивом записи, хранящимся на карте памяти, установленной в камеру. Вверху есть такой календарик, выбираем дату и ICC XMI для смартфона и программе CMS от Polyvision для компьютера под управлением Windows можно выбрать два взаимоисключающих режима работы камеры, заключающиеся в контроле подвижного объекта, это человека или транспорта, или неподвижного объекта, это какой-то территории или помещения. Именно поэтому в настройках при их выборе появляются уведомления, что режимы обнаружения человека и отслеживания движений не могут быть назначены одновременно. Первый режим, который именно актуален для меня, так как будет камера установлена на пустующей даче, это обнаружение силуэта человека. Предполагая, что при появлении посетителя в контролируемой зоне камера определяет его силуэт, обрисовывает цветную рамку, согласно предварительным настройкам в ночное время реагирует включением светодиодного прожектора и звуковым сигналом тревоги и отправляет на подключенный смартфон или компьютер различные уведомления. При этом поворотная камера контролирует только в одном направлении неподвижную территорию или помещение. Ну а если хотите, можете самостоятельно сканировать территорию поворотом камеры. Это можно делать свайпом по экрану смартфона влево-вправо, вниз, вверх. Или в соответствующем пункте PTZ из обоих приложений или программы на компьютере. Здесь такой вот джойстик есть. Если же включен режим автотрекинга, второй вариант, то камера помещает контролируемый подвижный объект в центр кадра, уведомляет пользователя сигналом тревоги, согласно предварительным настройкам о появлении движения, и ведет слежение за объектом, вращаясь в обоих плоскостях, постоянно держа его в центре кадра, пока объект из него не выйдет. При наличии нескольких движущихся объектов, камера выбирает наиболее активную и крупную цель, игнорируя другие. И в этом есть недостаток данного режима контроля. Основное условие для работы камеры во всех режимах – она должна быть закреплена невысоко. В моем случае с высоты 10 метров камера уже не различает отдельного человека и не реагирует на него, только на крупные объекты. Ну и с такой высоты уже невозможно считать номера транспорта. Кстати, пользователи, которые работают с системой видеонаблюдения, установленной в моем городе, положительно оценили качество видео и фотоматериала, отснятого данной камерой.
Говорят, что то, что установлено на их объектах, вообще не котируется, а эта камера снимает вельми гуд. Если же для приложений на смартфоне нужно регистрировать аккаунт, то для программы CMS от Polyvision на компьютере этого делать не требуется. Скачивайте, устанавливайте и запускайте программу CMS. Вот такой у нее ярлык. При первом запуске может появиться такое окно, где имя пользователя супер, пароля нет. Нажимаете просто вход. Запускается программа от Polyvision. Программа обеспечения для систем видеонаблюдения. И для регистрации непосредственно уже нашей камеры в пункте «Система», вот здесь внизу вправо, далее «Устройство», открывается новое окно, клацаем по этому полю. Необходимо задать область. Я, например, называю ее «Дача». Окей, подтверждаю, выделяю. И теперь в этой области можно добавить устройство. Как видим, стал активным ярлык устройства. Нажимаем на него. Имеется два варианта добавления устройств. Первое — это по IP-адресу. Для этого устанавливаем галочку «OnVIF». Вот IP-адрес уже активная галочка. И нажимаем кнопочку «Поиск». В верхнем окне появляются IP-адреса найденных в сети устройств. Выбираем, добавить, подтверждаем. Сейчас она здесь вот появилась. Так, окей. И здесь окей. Два раза клацаем. Еще раз два раза клацаем. Но, как видим, здесь имя устройства — это просто номер IP-адреса. Чтобы развернуть на весь экран, клацаем по этому окну два раза. Второй вариант поиска — это по серийному номеру, если он вам уже известен. Обычно его клеят на корпус камеры, но в моей такой нет, поэтому этот способ доступен только после регистрации уже камеры в приложении ICC. Опять же переходим в пункт «Система устройства». Например, активируем новую область или выбираем ту же область. Вот она активна. Добавляем устройство. Здесь устанавливаем галочку в пункте Cloud. Здесь вводим имя камеры. Ну вот так она у меня зарегистрирована была, камера 5 мегапикселей. В пункте Cloud ID вводим серийный номер устройства. И в этом окне указываем пароль, который мы зарегистрировали при добавлении камеры в приложение ICC. Там же можно подсмотреть и серийный номер. И нажимаем поиск. Вот, у нас появилась эта камера. Нажимаем ОК. Также дважды кликаем по ней. Еще раз. И вот камера онлайн. Ну и понятно, что находясь в любой точке мира, где есть доступ к интернету, я отключу Wi-Fi и включу мобильные сети. Так, подключение есть. Запускаю приложение. Я получаю доступ к камере в онлайн режиме, и это очень удобно. В итоге это очень дешевый и экономный вариант видеонаблюдения, и я считаю ее идеальной камерой для небольших помещений и дворов, или как в моем случае для дачи. Камера снимает в хорошем качестве с битрейтом до 1 мегабит в секунду и максимальной частотой, которую я вот фиксировал, 15 кадров в секунду, при условии, что если ее крепить не выше 2 этажа. На 10 метрах камера уже не отличает человека от куста в темное время суток, и уже невозможно разглядеть какие-то детали, там лица людей, госномера машин. Есть небольшой цифровой зум, если свайпить по экрану смартфона в приложении. Пока тестировал, камера отлично работала и в 20-градусные морозы, там чуть выше, и в оттепель. Она уже месяц в работе, и как видите, с пластиком все нормально. Пока. Должно быть, со временем пожелтеет на солнце. Электромоторчики крутят, пластиковые редукторы ничего не заедают, все исправно, хотя там не присутствует никакой смазки. К недостаткам отнесу отсутствие кодека сжатия H265 для экономного расхода объема карты памяти, хотя приложение ICC и XMI поддерживают этот кодек. И короткие провода у блока питания, всего по 25 сантиметров. Отличное качество видео для такой малышки, 5 мегапикселей заявленных, и цена всего $24, поэтому к покупке рекомендую. Ссылочка в описании. Ну а пока сложу ее в коробке до того момента, как поеду в деревню ее устанавливать. Не забываем подписаться на канал, жду ваших комментариев и оценки этого видео. Встретимся здесь же, пока.